Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел, много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь, жизни своей и возврате в отчизну сопутников. Тщетны были, однако, заботы, не спас он сопутников, сами гибель они на себя навлекли святотатством безумцы. Одиссея. Песня первая. Уже тысячелетия прошли с момента создания Одиссеи. Это великий древнегреческий эпос, сочиненный легендарным Гомером, который считается также автором другого классического для европейской культуры произведения – Илиады, в которой повествуется о знаменитой Троянской войне. Я уже посвятил Илиаде отдельное видео, которое вы можете посмотреть на канале. Обе поэмы Гомера сохранили следы невероятной архаики, уходящей не только в культуру ахейских греков, но и в культуру праиндоевропейцев, из которых и вышла катакомбная культура, являющаяся предковой для древних эллинов. Примечательно, что именно Одиссея, согласно опросу экспертов по всему миру, проведенному BBC Culture в 2018 году, возглавила список величайших историй из когда-либо рассказанных. Естественно, воспринимать такие списки всерьез не стоит, однако в данном случае это указывает на невероятную важность и ценность Одиссеи. В этом видео я попытаюсь выяснить, во-первых, события какого исторического периода отражены в Одиссее и когда была сочинена эта эпическая поэма, во-вторых, в чем ценность Одиссеи для нас сегодня, и в-третьих, собственно, в каком переводе лучше читать этот памятник древности. События Одиссеи происходят после знаменитой Троянской войны. В настоящее время этот период датируется 13 веком до нашей эры. Однако составлена Одиссея была уже после вторжения дарийцев в 8 веке до нашей эры, или несколько позже, тогда, когда микенская цивилизация рухнула и угасла слава златообильных Микен, крепкостенного Теринфа и пышного Пилоса, а их могущественные базилевсы спали вечным сном с золотыми масками на лицах. То есть между временем событий и временем составления поэм прошли целые века. Тем не менее, язык Илиады сохранил архаичные следы более древнего времени. Итак, Одиссея является хронологическим продолжением Илиады и повествует о приключениях царя Итаки Одиссея. Однако, если в Илиаде Одиссей не является центральным персонажем, то в Одиссее им является именно он. После окончания десятилетней Троянской войны Одиссей отправился домой, однако его путь, наполненный всевозможными приключениями, занял еще 10 лет. Таким образом, Одиссей отсутствовал дома целых 20 лет. Именно о приключениях царя Итаки на пути домой и рассказывает Одиссея. Также она повествует о тех событиях, что происходили с его сыном Телемахом и женой Пенелопой. При этом через воспоминания и рассказы в Одиссее сообщается о тех событиях, что произошли в промежутке между концом Илиады и началом Одиссеи. О гибели Ахиллеса, о споре за его оружие, о подвигах его сына Неоптолема, о троянском коне, о смерти верховного царя ахейцев Агамемнона, убитого своей женой и ее любовником, о приключениях Менелая и возвращении его домой. Как и Илиада, Одиссея наполнена мифическими элементами. В события вмешиваются олимпийские боги, а вместе с ними нимфы, сирены и чудовища. О большей части своих невероятных приключений Одиссей рассказывает сам на перу царя Фиака Фалкиноя. Как писала Таха Годи, на Одиссее как нельзя лучше видно, что гомеровский эпос пережил сложные изменения, и что он включал в себя не только воспевание военных подвигов и мощь древнего героизма, но и новую, гораздо более позднюю ступень, прославившую человеческий ум и его творческие возможности. Повествование в Одиссее начинается в середине общей истории, а предыдущие события описываются через многочисленные воспоминания и рассказы в виде вставных новелл, что расширяет временные рамки произведения. Хотя странствия Одиссея заняли 10 лет, события, изложенные в поэме Гомера, происходят в течение 40 дней, а главные события длятся вовсе 9 дней. 3 дня Одиссей гостит у царя Фиаков, 3 дня в хижине пастуха Евмея,
3 дня живет в собственном доме. Одиссея написана гекзаметром, то есть шестистопным дактилем, известным также как дактилический гекзаметр или гомеровский стих. Она состоит из 12 110 стихов. Разделение на 24 книги Одиссея получила только в III веке до нашей эры. Именно на такие части поэму поделил один из первых библиотекарей знаменитой Александрийской библиотеки Зенодот Эфесский. Он изучил поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» и по числу букв греческого алфавита разделил каждую на 24 песни-рапсодии, обозначив каждую песню буквами, в «Илиаде» заглавными, а в «Одиссее» строчными. На основе структурных соответствий Одиссея может быть поделена на 4 песен, некоторым из которых в классический период давались собственные названия. Далее я изложу краткое содержание этих частей. Там будут спойлеры, поэтому если вы не знакомы с сюжетом Одиссеи и хотите насладиться им впервые, не зная происходящие там события, то пролистайте на следующий раздел. Книги с 1 по 4. Телемахия. Олимпийские боги решают возвратить Одиссея домой после его 10-летних странствий. На родине Одиссея ждут жена Пенелопа и сын Телемах. К Пенелопе сватаются женихи, ведущие себя весьма необузданно. Они разоряют имущество Одиссея в своих пиршествах. Пенелопа идет на хитрость и обещает выбрать одного из женихов и дать ему согласие, когда соткет саван для престарелого отца Одиссея Лаэрта. Однако ночью она распускает то, что соткала за день. Пенелопа продолжает этот обман 3 года, однако женихи вскрывают его и требуют выбрать одного из них. Телемах пытается прекратить буйство женихов, однако народ острова его не поддерживает. Тогда он отправляется навестить соратников своего отца, Нестора, царя Пилоса, и Менелая, царя Спарты, чтобы узнать новости об отце. Тем временем женихи собираются убить его по возвращении из этого путешествия. Книги с 5 по 8. Одиссей живет на острове нимфы Калипсо. Она отпускает его, и герой строит плот, на котором отплывает. Плот разбивается в море, и Одиссей, спасшись, попадает на остров Фиаков, где встречается с Навсикаей, дочерью царя Фиаков Алкинуя и царицы Арет. Одиссей приходит во дворец к Алкиную. Книги с 9 по 12. Апологи. Одиссей живописно рассказывает свои приключения Фиакам, начиная с отплытия от берега Трои. Он говорит о пребывании в землях Киконов, Лотофагов, на острове Циклопа Полифема, у бога ветров Эола, у великанов Листригонов, волшебницы Кирки, которая известна также как Цирцея, в Аиде, царстве мертвых. Также Одиссей рассказывает, как проплыл у островов Сирен, мимо чудовищ Сциллы и Харибды, на остров Тринакрию, где, растеряв всех спутников, погибших в буре, попал к нимфе Калипсо. Фиаки, выслушав рассказ, дают Одиссею щедрые дары и отправляют на родину Итаку на своем корабле. Книги с 13 по 16. Одиссей прибывает на родину, прячет дары фиаков и под видом нищего приходит к свинопасу Евмею, встречается с сыном Телемахом, который избегает смерти от женихов, ожидавших его в засаде. Признается ему, что он Одиссей, и вместе они готовят избиение женихов. Книги с 17 по 20. Одиссей приходит на пиршество буйных женихов, сватающихся к его жене Пенелопе и расхищающих имущество, испытывает домочадцев на верность себе и убеждается в необходимости кары. Книги с 20 по 24. Пенелопа устраивает состязание в стрельбе из лука. Победитель станет ее мужем. Никто из женихов не справляется с испытанием, так как они не способны даже натянуть лук. Одиссей тем временем тайно вооружает себя и своих единомышленников. При этом он участвует в состязании и справляется с ним, так как он умел управляться со своим луком и обладал большой силой. После этого начинается избиение женихов. Эта песня и получила такое название, что на греческом звучит как «Мнестерофония». Убив женихов, Одиссей карает предателей из числа домочадцев. Одиссея основана на весьма архаичном материале, фиксируя древнейшие индоевропейские и, возможно, некоторые доиндоевропейские сюжеты и концепты. Так, например, имя Одиссея, возможно, имеет догреческую этимологию и имеет соответствие у этрусков, откуда происходит
латинизированная версия его имени – Улис. Более того, согласно античной традиции, сын Одиссея от Кирки Латин был древнейшим италийским царем, по имени которого была названа область Латий, или Лаций, с Римом в центре, а другой сын Одиссея от Кирки, Телегон, считался римлянами основателем Пренесты и Тускула, двух древних городов недалеко от Рима, и предком тускуланского рода Мамилиев. Имеются также источники, согласно которым Одиссей умер в Этрурии, где хотел основать город Картону, и был похоронен на Тиренской горе Перге. Однако в то же время эти легендарные генеалогии могут указывать на не последнюю роль Итаки в колонизации греками Апеннинского полуострова и в целом подчеркивать важную роль греческой колонизации в истории и культуре этого региона. По всей видимости, изначально существовали разные версии как Илиады, так и Одиссеи, которые затем были приведены к единству. В начале VI века до нашей эры знаменитый афинский правитель и законодатель Солон упорядочил исполнение рапсодами этих песен на празднестве Панафиней, а в конце VI века до нашей эры Илиада и Одиссея были наконец записаны в Афинах комиссией, учрежденной тираном Писистратом. В свою очередь александрийские ученые III-II веков до нашей эры разделили поэмы каждую на 24 песни, занялись критикой текста, снабдили его своими комментариями и толкованиями. В гомеровских поэмах нашли отражение разные диалекты древнегреческого языка – эоло-ахейский, дарийский, ионийский, аттический, что указывает на то, что эпос имел хождение среди разных эллинских племен и лишь затем был собран воедино. Считается, что это произошло в Ионии, на западном побережье Малой Азии или на прилегающих островах, поскольку фонетический язык Гомера наиболее близок именно ионийскому диалекту. При этом в нем сохраняются и многие архаические формы, напоминающие о языке ахейских греков, известном по табличкам с линейным письмом «Б». Одиссей, как персонаж и его приключения, возможно, были придуманы не единовременно. Так, в «Одиссее» имеет место заимствование из шумерского эпоса о Гильгамеше и из греческого цикла об аргонавтах. Также Кирхгоф выдвинул гипотезу, согласно которой изначально существовало несколько малых эпосов – Телемахия, Странствие, Возвращение Одиссея и так далее. Помимо этой гипотезы имеет место и гипотеза о существовании одной или нескольких праодиссей, которые содержали весь сюжет и были положены в основу канонической версии. Так называемая унитарная теория предполагает, что поэма является целостным произведением одного автора, который использовал разные источники, и некоторые сторонники этой версии полагают, что этим автором действительно мог быть легендарный Гомер, автор Илиады и Одиссеи. Образ Одиссея весьма сложный и противоречивый. По-прежнему, спустя тысячелетия, рельеф личности этого персонажа притягивает к себе внимание многих людей. Разгадка этого феномена кроется в том, что Одиссей не просто обладает хитрым умом, военной смекалкой и боевой доблестью, но также проявляет те чувства и порывы, которые роднят его с большинством людей. Любовь к родным и близким, тоску о родине, желание возвратиться домой, любознательность, а вместе с тем и такие знакомые нам стороны человеческого духа, как тщеславие и страсть к богатству. Однако именно желание вернуться к своей семье становится главной движущей силой Одиссея. Сладостней нет ничего нам отчизны и сродников наших. Даже когда бы роскошно в богатой обители жили, мы на чужой стороне далеко от родителей милых. Гомер, Одиссея. Чтобы лучше понять этого персонажа, необходимо обратиться к его предыстории, которую хорошо изложила Таха Годи. Одиссей гораздо более сложен, чем обычный фольклорный хитрец. Он не просто пускается в странствие, а целенаправленно возвращается на родину. Любовь к семье и родному очагу самоотверженно преодолевает препятствия. На путях дальних странствий герой переносит мучительные страдания и гнев богов, то и дело нарушая установленный ими с давних времен порядок. Само имя Одиссея указывает на человека, испытавшего божественный гнев. Он тот, кто ненавистен богам. Судя по ряду фактов, Одиссей проявил себя еще до того, как началась Троянская война.
Он тоже выступал одним из претендентов на руку Елены, но скромно удовольствовался ее двоюродной сестрой Пенелопой. Совсем как будто не воинственный человек и любящий семьянин, Одиссей не хотел оставить жену и сына ради военных подвигов. Известно, что он притворился безумным, но изобличенный Паламедом вынужден был отправиться под Трою на 12 кораблях. Тогда, в свою очередь, он хитростью заставил участвовать в войне юного Ахилла и также хитростью доставил под Трою Филактета с его бьющим без промаха луком. Хитрость Одиссея не примитивна, а направлена на скорейшее взятие Трои. Он устраивает приезд Ифигении во Влиду, а значит способствует жертвоприношению дочери Агамемнона и, как следствие этого, разрушению Илиона. Он ведет вместе с Менелаем мирные переговоры в Трое. Вместе с Диомедом он пробирается тайно в город и с помощью Елены похищает древнее изображение Афины, залог победы для тех, кто им обладает. Ему же принадлежит идея постройки деревянного коня, в который он прячется вместе с другими воинами. Одиссей по праву носит эпитет «разрушитель городов», деля его с Ахиллом. Не раз Одиссей выступает заодно с суровыми эпическими героями, как Диомед или Аякс. В Илиаде 10-я песня посвящена подвигу Диомеда и Одиссея. В 9-й песне Илиады он, наряду с Аяксом, участвует в посольстве к Ахиллу. Однако энергичный, практичный, проницательный Одиссей вступает в противоречие и даже соперничество с тяжеловесной мощью старого героизма. Он жестоко ссорится с Ахиллом, о чем упоминает Одиссея. После гибели Ахилла Одиссей получает как храбрейшие его доспехи, обойдя в этом сомнительном споре Аякса, что приводит великого героя к самоубийству. И даже в царстве мертвых Аякс не может забыть ему этой кровной обиды и в мрачном молчании покидает обратившегося к нему Одиссея. Таким образом, Одиссей эпический герой, однако многосторонний. Он и отважный воин, и умный военачальник, и мудрый царь, и сильный в кулачном бою, и быстрый в беге атлет, и умелый мореход, и прекрасный сказитель. Он сын своей земли, стремящийся вернуться на родину. И, что немаловажно, он любящий муж, отец и сын для своей семьи, и в то же время любовник прекрасных нимф Кирки и Калипсо. Иногда Одиссей проявляет жадность, ожидая подарков от циклопа Полифема, или откладывая на перу лучший кусок себе, лжет ради выгоды, проявляет жестокость. Одиссей – персонаж противоречивый и сложный, и именно поэтому столь интересный и притягательный. Обладая двумя полюсами, трагическим и комическим, высоким и низким, он, однако, сохраняет цельность и остается верным самому себе. Однажды Одиссей высказывает очень важную мысль, в которой кроется зачаток индивидуализма. Люди не сходны, те любят одно, а другие другое. В этом простом наблюдении кроется глубокая мудрость, ведь если люди не сходны, то их личность, поступки и свершения неповторимы, и именно в Одиссее эта уникальность выражена наиболее рельефно и ярко. Претерпев множество бед и горестей, многострадальный Одиссей не сломился под их тяжестью, но пришел к следующей, жизнеутверждающей мысли. Все на земле изменяется, все скоротечно. Всего же, что не цветет, не живет на земле, человек скоротечней. Он о возможной в грядущем беде не помыслит, покуда счастьем боги лелеют его и стоит на ногах он. Если ж беду не спошлют на него всемогущие боги. Он негодует, но твердой душой неизбежное сносит. Так суждено уж нам всем, на земле обитающим людям. Чтоб не послал нам кроне он, владыка бессмертных и смертных. Гомер. Одиссея. Конец жизни Одиссея подчеркивает его роль как трагического героя. Сюжет, в котором отродился мотив боя отца с сыном, не вошел в Одиссею, однако был изложен в недошедшей до нас поэме «Телегония» Евгомона из Киренны. От союза с Киркой, либо по другой версии с Калипсо, что подчеркивает вероятную изначальную идентичность обоих, у Одиссея родился сын Телегон, что в переводе «далеко рожденный». Когда Телегон вырос, мать подарила ему копье с наконечником из твердого шипа Аканфа и отправила на поиски отца. Высадившись на Итаке и приняв ее за соседний остров, Телегон напал на стада Одиссея, и Одиссей вместе с Телемахом вышли на их защиту. В бою с Телегоном Одиссей получил смертельный удар копья. Умирая, Одиссей обрадовался, что предсказанная ему гибель от рук сына пришла не от Телемаха,
но от другого сына. Знаменитый исследователь религии и представитель традиционалистической школы мысли Мирча Илиады придавал истории об Одиссее исключительное значение. «Одиссей для меня, — писал он, — первообраз не только человека современной эпохи, но и человека грядущего, поскольку он представляет собой тип гонимого странника. Его скитание – это путь к центру, в Итаку, то есть путь к себе. Он – опытный мореплаватель, но судьба, другими словами, инициатические испытания, из которых он должен выйти победителем, все время вынуждают его оттягивать возвращение к своим пенатам. Миф об Одиссее, я думаю, для нас очень важен. В каждом из нас есть что-то от Одиссея. Когда мы ищем самих себя, надеемся дойти до цели, и тогда уж точно вновь обрести родину, свой очаг, снова найти себя. Но, как в лабиринте, в каждых скитаниях существует риск заблудиться. Если же тебе удается выйти из лабиринта, добраться до своего очага, тогда ты становишься другим. В «Одиссее» мы встречаемся с яркими примерами распространенных фольклорных сюжетов. В их числе следует назвать, во-первых, сюжет о муже, который после долгих странствий возвращается на родину неузнанным и попадает на свадьбу жены. Его опознают по троекратным признакам. В «Одиссее» это шрам, лук и конструкция кровати. Во-вторых, сюжет о сыне, отправляющемся на поиски отца. Также практически все приключения Одиссея имеют сказочные параллели. Однако в «Одиссее» эти эпизоды подверглись рационализаторской обработке и сохранились в очень сжатом виде. В древнегреческой культуре было особое слово, которое обозначало возвращение героя домой. Этим словом было «ностос». В «Одиссее» ностос занимает центральное положение. Это возвращение Одиссея домой после Троянской войны. Для сравнения, ностос других героев не был столь же успешен, как у Одиссея. Например, Агамемнон вернулся домой, но был убит женой Клитемнестрой и ее любовником Эгистом. Именно поэтому, зная о судьбе Агамемнона, Одиссей по возвращении испытывает свою жену Пенелопу, поначалу не раскрывая ей себя. Одиссея содержит несколько ярких примеров обычая гостеприимства, известного как ксения – дружба с гостями. Этот концепт содержит в себе модели правильного и неправильного взаимодействия с гостями. Так, циклоп Полифем демонстрирует плохое гостеприимство, в то время как Фиаки – образцовое. Кроме того, важным элементом Ксения является щедрость царя. Царь должен быть щедрым хозяином и охотно делиться своей собственностью с гостями. Когда Одиссей в образе нищего просит одного из женихов Антиноя дать ему еду, Антиной отказывает ему. Далее Одиссей говорит, по сути, что Антиной имеет царственный облик, но, несмотря на это, он далек от царской власти, ибо не проявляет щедрость. Хейнсворт вывел особую схему, которой следовали образцы гостеприимства. Прибытие и прием гостя, купание или предоставление свежей одежды гостю, предоставление еды и напитков гостю. Гостю могут быть заданы вопросы, а хозяин должен обеспечить развлекательную программу. Далее гостю следует предоставить место для ночлега, и гость и хозяин уходят спать. По итогу гость и хозяин обмениваются подарками, гостю предоставляется благополучное путешествие домой, и гость уходит. Помимо этого, другим важным элементом гостеприимства является обычай не задерживать гостя дольше, чем он хочет, а также обеспечить ему безопасность, пока он находится в доме хозяина. Весьма любопытно, что традиции гостеприимства ахейских греков, столь ярко выраженные в Одиссее, имеют бесспорные соответствия у древних скандинавов, что указывает на индоевропейские корни такой традиции. Достаточно сравнить два момента. Один из Одиссея, другой из Старшей Эдды, сборника древнескандинавских песен о богах и героях. Итак, рассмотрим эпизод из 15-й песни Илиады. «Сын Одиссеев, тебя здесь удерживать боли не буду, если так сильно домой ты желаешь. И сам не одобрю я гостелюбца, который безмерную лаской безмерно людям скучает, во всем наблюдать нам умеренность должно. Худо, если мы гостя, который хотел бы остаться, нудим в дорогу, а гостя в дорогу спешащего держим. Будь состоящимся ласков, приветно простись с уходящим». Это слова Менелая по отношению к сыну Одиссея Телемаху. Теперь обратимся к старшей Эдде, а именно к речам Высокого.
Гостю вода нужна и ручник, приглашение учтивое. Надо приветливо речь повести и выслушать гостя. Гость не должен назойливым быть и сидеть бесконечно. Даже приятель станет противен, коль долго гостит он. Испытание, характерная для Одиссея тема. По возвращении на Итаку Одиссей проверяет преданность своих домочадцев. Он не раскрывает сразу же свою личность, а является в образе нищего и узнает, кто остался ему верен, а кто перешел на сторону женихов. Домочадцы, в свою очередь, через испытание проверяют личность самого Одиссея. Его жена Пенелопа проверяет личность Одиссея тем, что говорит о переносе для него кровати в другую комнату. Это невозможно, так как кровать сделана из живого дерева, которое нужно срубить. Об этом факте знал только настоящий Одиссей, и, сказав об этом, он тем самым доказал, что он – это он. Испытания также следуют особой схеме, которую вывели Торнтон и Эдвардс. Первое. Одиссей не решается подвергнуть сомнению преданность других. Второе. Одиссей проверяет преданность других, задавая им вопросы. Третье. Персонажи отвечают на вопросы Одиссея. Четвертое. Одиссей продолжает раскрывать свою личность. Пятое. Персонажи проверяют личность Одиссея. Шестое. С признанием Одиссея связан подъем эмоций, обычно плача или радости. Седьмое. Наконец, примирившиеся персонажи работают вместе. Весьма интересно, что одной из типичных тем Одиссеи являются предзнаменования и их разгадка. Наиболее часто в эпической поэме упоминаются предзнаменования, связанные с птицами, что является характерным для индоевропейских культур. Как правило, это нападение больших птиц на меньших и полет орла справа или слева от стоящего человека. Как считает Торнтон, важно также то, как проявляется каждое предзнаменование. Так, Телемаху, Пенелопе, Одиссею и женихам даются птичьи предзнаменования. Телемах и Пенелопа также получают предзнаменования в виде слов, чихания и снов. Не только один Одиссей воспринимает гром и молнию как предзнаменование, что указывает на связь земного царя с небесным богом-царем. На ассоциацию Одиссея с Зевсом в Илиаде и Одиссее указывал также Кунт Мюллер. Перед большинством моих зрителей встанет вопрос, в каком переводе читать Одиссею. Естественно, знатоки древнегреческого могут прочитать это великое творение в оригинале, а остальным предстоит выбрать между переводами Василия Жуковского, Викентия Вересаева и Павла Шуйского. Это основные переводы Одиссеи на русский язык. Всякий переводчик накладывает на перевод отпечаток своей эпохи и личности, и в данном случае сложно будет найти идеальный перевод. Возможно, что наиболее верным решением будет прочитать все три перевода просто в разные периоды своей жизни, чтобы от этого не заскучать. Все-таки Одиссея, как Илиада, это осевое для европейской культуры произведение. Но давайте рассмотрим каждый перевод в отдельности, чтобы вы все-таки могли выбрать. Русский поэт Василий Жуковский, известный также как своего рода наставник Александра Пушкина, перевел Одиссею в 1849 году. Он не обладал знанием древнегреческого языка и переводил с немецкого подстрочника, который сделал для него Карл Грасгоф, профессор древнегреческого языка в Дюссельдорфе. Достоинством этого перевода является поэтизм, минусом же является искажение в сторону сентиментального романтизма и некоторая славянизация древнегреческих реалий. Тем не менее, даже среди выдающихся филологов-классиков представлено мнение, что именно этот перевод является лучшим переводом Одиссеи на русский язык. В этом переводе читал Одиссею я. Переводы Викентия Вересаева и Павла Шуйского, выполненные почти в одно время, один в 1948, другой в 1953 году, считаются более точными. Их авторы владели древнегреческим языком, однако эти переводы делают крен в сторону прозаизма. Также следует отметить, что Вересаев зачастую брал многое из переводов предшественников. Так он писал, что «все хорошее, все удавшееся новый переводчик должен полную горстью брать из прежних переводов». Поэтому многие моменты в переводе Вересаева схожи вплоть до идентичности с переводом Жуковского. Таким образом, уже многие века
Одиссея служит не просто путеводителем в мир Древней Греции, но и чем-то большим. Со своей стороны, я однозначно рекомендую это вечное произведение легендарного Гомера к прочтению. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, что вы можете найти меня не только на YouTube. Заглядывайте в описание, там есть все ссылки на мои проекты в Телеграме, ВКонтакте и Инстаграме. Спасибо за просмотр.